Если вы решили открыть свой магазин на Etsy, то имейте в виду, все старые видео теперь не отображают реальной действительности. Происходит это по-другому. Все поменялось. Хорошо это или плохо, решать вам. Моя задача показать вам, как это происходит, то есть дать информацию. Добрый день! И с вами снова я, Лариса Жаркевич, маркетолог и автор курса «Продавай на Etsy». Ни для кого не секрет, что ничего не стоит на месте. Технологии меняются, совершенствуются. Какие-то магазины открываются, другие исчезают. Выживают лишь конкурентоспособные. И Etsy в этом не исключение. Они борются за свое место под солнцем, вводят новые технологии, проводят тестирование. За последние полгода на Etsy произошли большие изменения, и это тема отдельного видео. А сегодня я хочу вам рассказать о том, что нужно иметь в виду при регистрации своего нового магазина. Пошли за компьютер. Первая хорошая новость заключается в том, что можно открыть магазин по партнерской ссылке, как и прежде, и получить свои 40 первых листингов бесплатно. Нажимаем кнопку «Принять приглашение» и оказываемся на другой странице. Etsy предлагает открыть магазин сегодня и выставить 40 первых товаров бесплатно. Внизу этой страницы мы видим два текста, первый из которых говорит вкратце о том, что такое Etsy, а второй о том, что комиссионные от продажи составляют 6,5%, а стоимость выставления составляет 20 центов американских. Но ваши первые листинги будут бесплатны. Открываем магазин сегодня и нажимаем вот эту кнопочку. На данном этапе вам предлагается зарегистрироваться разными способами, либо используя аккаунт Google, Facebook или Apple. Но самый надежный способ считается, если вы будете проводить регистрацию через вашу электронную почту. Это окошко может быть пустым или туда уже внесен адрес какой-то вашей почты. Проверьте, пожалуйста, на нее ли вы хотите регистрировать ваш магазин Etsy. Именно сейчас можно менять адрес электронной почты. Внесите то, что вам больше всего подходит, и нажимаете на кнопочку «Продолжить». В следующем окошке нам предлагается внести свое имя и пароль и нажать кнопочку «Регистрация», что мы и делаем. Нас перебрасывает на страницу, где мы видим очень приятную картинку. И Etsy нам сообщает, что существует для того, чтобы помочь открыть наш магазин. Но для начала он хочет узнать о нас и о том, чем мы занимаемся. Нажав на вот эту белую кнопочку, мы автоматически соглашаемся со всеми правилами и условиями, установленными Etsy. И с ними можно ознакомиться подробно, нажав вот на эти активные ссылки, если это не было сделано до начала открытия магазина. Естественно, мы соглашаемся со всеми условиями и нажимаем вот на эту кнопку. Мы видим вопрос, что привело тебя на Etsy. И мне говорят о том, что помогут добиться успеха в любом случае, независимо от того, новичок ли я в продажах или профессионал. И предлагается на выбор отметить один из 4 вариантов. Это нужно для статистики Etsy. Первый из которых означает, что я только начинаю продавать. Второй, что я уже имею бизнес и хочу продавать онлайн. Третий. Я хочу расширить свой онлайн-бизнес, продавая в том числе и на Etsy. И последний, я здесь в основном только для того, чтобы исследовать. Можно пометить любую кнопочку или проигнорировать эти вопросы и перейти на следующую страницу. Следующий раздел
Это новинка Etsy. Такого еще не было. Уже на стадии регистрации вам предлагается помощь. Вы можете выбрать любой из 11 разделов, в которых испытываете трудности. И Etsy обещает поделиться ресурсами, которые помогут нам расти. Что же это за темы? Что же это за разделы? Первый. Решаем, что продавать. Название и брендинг. Продажа онлайн, как сделать фотографии, как быть найденным в поиске. Здесь имеются в виду, как настроить свои листинги так, чтобы вас находили потенциальные клиенты. Следующий – упаковка и доставка, ценообразование товаров, понимание финансов и оплат, которые взимает Etsy с продавцов, перенос существующих листингов на Etsy, маркетинг для новой аудитории, продажи на международном уровне. Если это вам не интересно, вы можете пропустить и пойти дальше. Сейчас настало время для самого интересного. Нам говорят о том, что расскажут, как создать магазин и наполнить его товаром. Волнительно. Нажимаем на кнопку «Начать наш магазин». Ого! Кажется, мы прошли столько шагов, а все еще на первой стадии предпочтения магазина. И кроме этого нам надо еще пройти 2, 3, 4, 5, 6. Ну что же делать? Заполняем. Здесь нам нужно внести язык, страну и валюту. После этого нажать кнопку «Сохранить» и «Продолжить». Следующий этап – название нашего магазина. Оно вносится вот в это окно и может содержать от 4 до 20 знаков без пробела. Если такой магазин уже существует, то Etsy вас не пропустит и предложит какие-то другие варианты. Но если все хорошо, то выйдет надпись «Такое название возможно». И тогда мы нажимаем кнопку «Сохранить» и «Продолжить». На следующем этапе Etsy предлагает нам выставить наш первый товар. Как правильно заполнять магазин товарами – это тема отдельного видео, но для начального выставления нам достаточно иметь одну фотографию, 2-3 тега, название и короткое описание товара в 2-3 предложениях, разобраться, к какой категории он относится, и иметь размеры и вес посылки, и обязательно знать цену нашего товара. И в самом низу страницы листинга вам будет предложено указать условия возврата и обмена, а также другие правила доставки вашего магазина. Для экономии времени не обязательно пока это заполнять, можно пропустить этот раздел, все равно к нему придется вернуться позже. И как всегда мы нажимаем кнопку «Сохранить» и «Продолжить». Вот листинг у нас уже готов. Etsy нам говорит: хорошая работа, и мы можем заполнять еще другими товарами магазин, хотя он еще не открыт. Либо пока отложить это дело и перейти к следующему шагу. На следующей странице нам предлагается заполнить всю информацию, связанную с нашей будущей финансовой деятельностью. Примерно год назад Etsy установил правило для новых магазинов, что при первых продажах часть средств резервируется и не выплачивается сразу до момента, пока не будет подтвержден факт получения посылки. И здесь при регистрации магазина сразу же Etsy предупреждает о том, что для защиты рынка и новых продавцов часть заработанных средств может быть отложена во временный резерв для некоторых магазинов. Чтобы узнать побольше информации, можно кликнуть вот на эту активную ссылочку. Чуть ниже нам нужно указать страну, в которой находится наш банк. И еще ниже ответить, кликнув также на кнопку, к какому типу продавца вы относитесь с точки зрения налогообложения. Etsy предупреждает, что может сделать проверку, хотя это никак не повлияет на статус магазина. И ниже нужно заполнить
всю нашу личную информацию: фамилия, имя, год рождения и адрес проживания. К сожалению, политика проникает в такую область человеческого бытия, как творчество. И поэтому, когда вы прокатите вниз страницы, вы увидите, что вам нужно будет кликнуть на одну из кнопочек, указав, находились ли вы в течение 6 месяцев последние 10 лет в странах, находящихся под санкциями. А еще ниже нужно будет внести информацию того банка, куда будут поступать платежи от ваших продаж. И опять же сохранить и продолжить. Иногда Etsy может запросить подтверждение личности того, кто открывает магазин. Это нужно для того, чтобы убедиться, что это не фейковый магазин и реальный человек. И тогда нужно просто взять официальный документ с фотографией, отсканировать его или сделать фото, в файл загрузить, предварительно отметив страну и название документа. И вот мы дошли до этапа, когда вам нужно подтвердить вашу электронную почту. Чтобы вам пришло сообщение на ваш email, нужно нажать вот на эту черную кнопочку. После этого вам нужно зайти на свою электронную почту именно в письмо от Etsy и подтвердить с него открытие магазина. Как только у вас появится учетная запись, необходимо вернуться на предыдущую страницу и обновить ее. Это важно сделать для того, чтобы внести всю информацию касаемо вашей кредитной карты. И нажав кнопочку «Сохранить» и «Перейти», вы попадаете на страницу, где Etsy предлагает вам подключить двухфакторную идентификацию. Раньше эта защитная функция была необязательной, но теперь Etsy настаивает на ее включении именно при открытии магазина. И мы не сможем перешагнуть этот этап, потому что кнопка «Продолжить» не активна. Только после того, как мы соглашаемся и к нам на телефон приходит шестизначный код, который мы вносим вот в это специальное окно, Etsy нас пропускает дальше. И вот наша учетная запись защищена. И пришли 10 резервных кодов, которые могут понадобиться для входа в магазин, если мы когда-либо потеряем доступ к данному конкретному устройству. И поэтому эти коды надо сохранить. Наконец-то мы закончили регистрацию и нажимаем кнопку «Открыть магазин». И ура! Наконец-то мы дошли до самого конца. Нас можно поздравить. У нас есть магазин на Etsy. Как вы поняли, зарегистрировать магазин на Etsy несложно. А вот потом начинается самая главная работа. И для того, чтобы ваш магазин был не только продающим, но и прибыльным, для этого нужно получить какую-то информацию. И я приглашаю вас на свой курс «Продавай на Etsy», где вы не только получите информацию, но и практическую помощь и поддержку. И тогда вы сможете настроить свой магазин так, чтобы он был прибыльным. Ну и бонусом, конечно, вы получите партнерскую ссылку на 40 бесплатных листингов. Контактную информацию я оставлю под видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие полезные видео. И пусть вам сопутствует удача!